Тятины родители, город Ялуторовск, Раиса, мать тятина с города Ялуторовского родом, а вот Иосиф-то Лыков. Лыкова деревня там в Тюменске. 6 верст было расстояние от Ялуторовского. Не Раиса-то вышла за Иосифа. В Тюменское, там Раисе отец и мать в Ялуторовске, и ее бабушка, и там священников замусили. Священника Авраам и священника Тарасий, вот они. Там замусены в Ялуторовске. А мама-то наша вот с Алтая, Телецкое озеро и Бия. Но мамины-то опять отцова ее половину не знаю, где они открыли. Ее родной дедушка перехожий от Никоньянской церкви, но неизвестно, если молился крестом, то перстием, то, наверное, его родители были христиане, наученные молиться с малых лет, а так ходил в Никоньянскую церковь к папу. Ну и там у них спор был, что этот Никоньянский поп. Каргопольский-то вот Лыковы, Ефим Атель и его отец. Того отца я не знаю. Имя-то теперь тятя-то, однако, знал, помнил. Каргопольские пределы, там был Савинский монастырь ранее. Александр есть, игумена Савинского монастыря, и за Каргопольских пределах в уставе он 20 апреля. Феодора, не Александра, так вот где-то видно Лыковы-то рядом с тем монастырем. Ну, их были порядки там монастырские, никакого оружия не имели вообще. Так там жили в Лыковой деревне. И на Абакан приехали, ничего их не было. А потом отец сам сказал, что семья, дети надо кормить, что надо оружие иметь. Но мамина еще вторая половина материна, Феодор и вас, а вот те опять уральские. Ну, в Епистоле, видно, Ильицкой. Тот был на Урале еще. В Епистоле это считали про его. Васса-то была в тем монастыре, в Ильицке. Причастие было из того монастыря. Они с Урала. Но она была тогда крещена. Бабушка, мне-то прабабка, а маме-то родна была. Васса. Из Мордвух она была, эта Васса-то. Агафья Федоровна Феодор. Эту Вассу-то взял, и они с Урала-то приехали сюда вот. Бия и Катунь на Бию приехали. И тогда
Агафья Федоровна, мамина мать, вышла она за этого, не за Карпа, но тот Никола был, который ходил в Никоноянскую церковь, молился крестом. Ушел он из той церкви-то. Перешли они. Тогда Карп Николай, если был вот мамин-то отец. Агафья-то Федоровна не вышла за Карпа Николаевича. Иосиф-то с Раизой приехали с тюменских-то земель на Абакан, на Нижней Тиши. Они хотели куда-то в другое место. Поехали места искать. А потом прослышали, Василий Степанович Скороходова живут на Абакане. Тогда приехали на Абакан. И так и остались тут. И тогда вот наш-то отец, Карп Иосифович, они тут родились на Нижних Тишах. И вон они с двумя с малыми детьми приехали. А там уж у их 3 дочери младенцами умерли. Феоктиста, Анастасия, Александра. Тех уж они похоронили где-то. А с двоими Дарья, видно, старше была. И Степан с малыми детьми приехали с двоими. И тут остались на Абакане. Где-то еще на Малом Абакане жили, но там уж они... Как они жили-то с малыми детьми. Марьины корни не отварены. Раиса-то нарубит. И такой хлеб пекла. Ели. Но потом репу ранее накопат, посеет. Килину не репа вырастет. А потом-то стали, когда сюда-то уж на Тиши-то приехали тут, на талон стали муку-то. А тут сколько их было, Хиония-то на 3-м году умерла. А потом вот наш отец Карп родился. После его еще Анна и Евдоким последние, это все на Абакане. Так, 4 на Абакане так. Рожден это Хиония-то на 3-м году. Там они и похоронены, эти Хиония, а потом Анна. Савин на Каире родился. А Наталья, это вот, когда на Лебедь выселились в августе, родилась. На Лебеди. Дедушка Полег крестил-то там. Их уж теперь не слыхать. Потеряевы были. Он крестил. И на 2-м году, ну, Савину-то 5-й год пошел с марта, а Наталье-то 2-й год шел с августа и до августа. Ну, до конца августа. И вот так они шли-то, она... Савин на 5-м году шел, а Наталью мама на себе несла. На Преображение там дошли, дождь сильный захватил, не могли дойти-то. В Преображение на прилавок дошли,
Дмитрий на прилавке родился. Вот против этого Руссия. Ну, его опять говорили, 5-месячного суда принесли. Ну, а я там здесь 2 года и 5 лет. Вот я-то здесь родилась. Вот так вот. Все в разных местах рожденные. А все, сама война стояла, в то время-то. Здесь-то мне-то всего только 4 месяца, 5 ехали-то вовсе. Сколько их человек было, неизвестно. Отряд ехал с конями. Торбы. Полезли этим колесом, вылезли на Каир, на тот поселок сходили, на те избы-то сходили, пролетел-то самолет. С самолета, видно, увидели. Сходили, а потом рекой-то сюда пошли, и на заездке прихватили. На заездке мы до Утуса близко, по старому стилю 21 августа. Ну, а по новому исчислению 45, а так-то по старому-то 53 по старому-то. Ну, они искали, называли дезертиров. Тогда жить-то нельзя стало здесь, но эти 3 дня никуда не были, только молились и говорили, хотели уйти на голод. Самое время-то такое было, за веру-то истребляли. Говорили, хотели уйти вовсе. Но все, за 3 дня куда с малыми детьми. Дмитрию 3-й год только. Своя такая 5-й месяц. Никуда не уйти далеко, а рев-то слыхать будет. Ну и остановились на месте. Говорили, что собрались, все. Остановились на месте. Но прошли 3 дня. Ну и больше там сколько. Молились они только, Николе 40 что там. И потом устали. Что где бы такое место найти, сколь запасу здешнего было, насушили картошку и там и горох, и пшеница, и все. Что вынести, собрать, съесть с голоду, умереть, на такого спасли. Что такое бы, где место нашлось. И пошли тетя с Савином-то искать. До Шок дошли, и вот в Северу-то там. Потом они вылезли. Ну, наверное, тетка Настасья сказала, Исаия Назарович говорил, по осинникам есть место, можно копать пашню. И вылезли, а там утес проходу-то нету. Потом спустились, и тетя говорит, ночь-то не спится. Мы опять вернулись, ждали только света, и опять заново туда вылезти. Опять в север-то. Потом опять вышли, а там все россыпи, ремосники везде. Да эти
всякие кустарники, кружевных колес, и там по этим по расцепям вылезли, а все, опять утес, но все-таки они понудились обойти его. И вот так вот. Что придешь, это надо вот так по утесу идти, и, как сказать, влево сдаться, и там он конусился, утес-то, между так. Там выход есть. Ну, туда вышли они, потом походили все-таки, есть земля, прилавась. И нашли родничок, воду на лопатку взял, грязь, вода течет. И вот так вот, а на зиму-то они на нартах отсали. Все, возили по реке. Тетка Настасья, я все вспоминаю, как она слепа с нартами ходила на лыжах своих. А потом с весной-то порастаете. Все собрали красное, и вот это воробы-то отсали-то. Эти с дырочками. На лодке сплавили остатки-то все. Да если повалил снег, мороз сделался. В острове пережидали, вода-то села. Потом опять таять начал снег, опять поплыли. Тогда балаган сделали такой. Жердями обставили, да, корьем закрыли, и вот так вот жили лето-то. 41 год в тех местах прожили. В северу пожили, потом в лес надвое, потом в одно место в речку. А место-то высокое, там пшеница не доходит. Но тогда еще были теплые лета, так еще как надо всегда свежую землю менять. А все тоже уж до последнего докопали. И все там бананные корни и березовое коренье, солома и травы всякие. Вот сейчас морковник, топси, его это, все в хлебе было, да, там найти-то его порезки только. Дома-то не было. Травы всякие, солома, ну, садили картошку с коли, репу, редьку, сколь там, мекина. И все это, картонный лист, хлеб. А потом уходили на луг летом. А все, он тоже перерастет, и все. Мы пожили. Он и приелся, и перерос. И потом опять обратно в север. И вот так. Опусся там в двух местах 41 год. Нашли. Мы уж домой идем с лука-то. Летит самолет маленький. Долетел до средней лески. И все обратно опять туда же. Поняли, что они увидели там. Ну, пришли мы домой. И так уж. У нас тут мало дней-то. Один день только был до Богородичного праздника. Отмолились, пообедали. И как прилетел в самолетик, и давай в усыле так крутиться низко.
Ну все. Тогда только уж книги, иконы, все с собой взять, все унесли, спрятали где-то там под кедры. Добрый медведь не натолкнулся, не раскидал в ящике, да в сумынах. И все, мы собрались с собой, все семена, и все. Съесть и умереть с голоду. Вот на такое Николину книгу взяли с собой, сесовник. И видно, опс у меня, а остальное все. Может, маленькие канонники. Все отнесли, спрятали. И ушли. Ну и так мы жили там, сыски арестные год тому, где боршовник соберем. И потом уж дядя стал говорить, оставить на семена, если линно семя там, на конопленно, и смене, росп, пшеницу. Стали, но более орехами жили. Да, только мы вышли, так воздвижение. И то с оглядкой. Если бы заметили все там, то бы уж не пошли домой. Я такие-то люди заверу, так как страшно все творилось там. Тятя-то с мамой все знали, как на слебеде они уж уходили, всех последних под сестру. Никого уж там мало кто остался. Ну и вот так. А тогда все получилось там. И хоть выйти-то вышли, а пасню-то вновь-то не стали раскапывать. Чтобы полетят, да, не видели, что вширь расширяться пашня. А потом все равно прозимовали. Загородили заезд, так рыба-то была там. Прозимовали. Посадку в школе было, не посадили. Весна-то была хорошая. Не рано прилетели, где-то в начале июня. Прилетели, видно, с надзором. Низко пролетели, там горка так прошла. По горке пролетели, где все видно. Но если бы не стали летать, а мы уж тоже было хотели насовсем уйти. Более запасов-то никаких нет. Что насовсем уйти и умереть с голоду, ну а потом уж все молиться стали. Сколько было канунах, николи все разойдемся. Молиться стали 40 уста. На то уж, если придут, в руках уж идти на голод. На то уж пошли. Но дали. Летать не стали, более никого нет. Так лето. Потом тятя стал говорить, что Лане не надо было уходить нам, на месте жить. Как письменные иконы все заподавали звук, мы даже перепугались. И тогда дело поняли, что не ушли бы, да все. Только эти мы остались, что ушли. Они прийти-то пришли, ну а все тоже увидели, что раскидано все. Перепугались и
Но искать-то, видно, не стали все-таки, но мы же ушли-то все-таки далеко от жилья. Мы услышали разговоры их, напугались, а все время-то знали, какое стоит. Но все-таки сменилось. Там вообще страшно. Этот Сталин был, а после Сталина Хрущев, и сильно христиан-то всех уничтожали. Ну а тут уж нас-то нашли при Брежневе. Мы-то уж открыто молились. Первые-то собаки забегали. Увидела в окошке, ну что-то в окошке-то. Кто-то незнакомый. Что-то сказала. Что-то дело негодно, кто-то забегал. По завалинам. Это кто Соболь, не Соболь, кто-то большой против Соболя. А потом, пока переговаривали, слышим разговор. Все. Но мы узнали, что они нашли нас. Вертолет-то низко стал летать в этом ущелье. Не знали, что найдем, только никуда уж не уходили. А там все, пасны-то издержались, там дресвян сильно земли. И вода-то клюсик, роднесек. Зимой то есть, то нету. Пришла, воды-то нету, ну здесь уж зимовали. И вот уж здесь теперь 33-й год. Опять уж близко к тому же. Там 41, здесь 33. Морозы стали. Сухари сушила, готовила. А потом она села заносить картошки на семена. 26 ведер занесла это. 14 раз я сходила. Вот отшок сюда. Только картошки на семена заносила 14 раз. 26 ведер занесла. Считали-то 10. 10 верст. Отшок вот сюда. Ну это на все. Мы по сесам я ходила. Где-то в час, наверное, выходила. Ну, часа 4 и 5. Прихожу. Вот избушка-то стояла маленькая. А потом надо дров все. И по месяцу рубила с вечера вот сколь по рублю. Тальник тут непроходимый был. Носю тут опять туда в север. Когда уж бывало надо, выносила, уходила. А один раз пошла домой-то на воскресенье как раз. И такая страшная буря зашла снежная. Надо было вернуться вовсе, переждать. Как вышла на слияние-то, я уж взять пятки шла, как снизу поперла так. Потом где-то там, где резко выпадать перестала эта метель-то. Ну и вот так. Первого занесла картошку на семена, потом
И сухари сколь насушила, ну и такое. Тяпки, все там инструмент. Там уж прихватывал вот так вот. Все заткнет за пояску, все там. Брала так на одну ночь обед, ужин, обед. Да и то уж, тятя говорил, бери, с тобой довольна была, а я говорю, нет, нету случая. Всем без меры перегрузиться, потом лучше уж Голодать. недостатки. Ну, я пихтась варила все. Прихожу, котелок пихтась сварю. На ковшик маленький, каши. На маленького, на сухари. Занесла первым разом, когда ямку доделывать. Целик. И вот я и разрубала. Все на семя, все на 90 останусь. Зимой стыла и разрубала. А потом весной, когда растаяло, копали. На целик садили. 120 накопали первого-то. 20 состит. А весна-то такая тоже. Мало давала. То снег, то даже потом что-то из недели 1 день, 2. И затянулось поздно. Репу посеяли. Да, кого горох был посеянный. На целик. Ну, отца Ускин-то когда прилетели вертолетом с этим, то ли председатель или еще кто-то он назывался. Они насевали, то он Саускин-то пообещал, срубим избу. Но потом все я до 2 июля время-то дотянулось, а вода большая. Я кое-как Курумсюк попала там по залому, да, как перешла. И тогда в север, вот я в одиночку ушла в север. И все вспоминаю, пока отец-то был живой. За его молитву Господь хранил. И ходила такую даль, ну вот ушла в север в одиночку. И выносить все на дресу. Там и вести посуду, все, и картошку из севера там. Все на Каир отдать, все сюда привезти. Недолго я 2 июля, потом, видно, я 2 ночи насевала на 3. 5 июля еще сюда пришла, унесла иконы оттуда с севера. Да, тятя предупредить, чтобы берегся тут от зверя. Большой медведь. А потом, ну, я обутенок пришла и в тот же день туда вернулась. А тятя тут один жил, в маленькой избушке. И тогда я не могла никак более попасть сюда. Первое некогда все там выносить по несколько раз. Из севера на Дресву. Потом я и сюда-то никак дожди, ну а все, вынесла на Дресву, все не уйдешь там. И зерно, и крупы, и орехи, и все там. И все, да и однако мука была из севера. И сюда никак не могу попасть. И вертолет-то, хотя и Песков пообещал, а они никак сюда
без меня-то. Смена пройдет на Каире, они не залетают. А я кого и из севера отделилась от избы. И туда нельзя мне вернуться. Все на Дресве. Не на островинке. Под маленькими пихтушками. Тряпками закрылась каскаторка, да все выслано, все там, до сарафан какой. Не закрылась, и вот так вот. Там и дожди сильные пошли, вода большая. Потом Лилия Васильевна подходит ко мне. Повариха однако была там она. И подходит ко мне. Иди в вертолет, заходи. Я то ли согласились, сказала, согласились. И тогда все вещи забрали, сюда привезли. Время, если нашлось, вынесли, задресуют, это все сюда. Вот так вот с ними получилась переселка.